Часть 1. Глава 3. Практическое применение доктрины об абсолютной невинности сотворенного Богом человека. Применение 1. Сам человек – виновник своего грехопадения. Доктрина говорит о следующем. Во-первых, не Господь, а сам человек стал причиной своего падения. Господь создал человека праведным и вложил в его сердце стремление к добру, а он пал, пустившись в различные помыслы. Разве склонность к добру, вложенная Господом, была причиной для столь прискорбного выбора? Или небеса настолько пренебрегали человеком, что позволили его неукротимым желаниям искать удовлетворение в аду? Нет, только сам человек был и есть причиной своего собственного падения. Во-вторых, Господь имеет все основания по справедливости требовать от людей совершенного послушания своему закону и осуждать их за несовершенное его соблюдение, хотя в настоящее время люди совсем не способны его придерживаться. Действительно, говоря словами притчи, «Он собирает, но лишь там, где он рассыпал». Матфея 25:24. Бог дал человеку возможность соблюдать весь закон полностью, а он по своей собственной вине утратил ее. Однако, греховность человека не лишает Господа права требовать от своего создания абсолютного послушания и наказывать его в случае неповиновения. В-третьих, мы должны всегда помнить, сколь бесконечно мы обязаны Иисусу Христу, второму Адаму, который ценой своей собственной драгоценной крови купил утерянную нами праведность и вновь безвозмездно предложил ее нам. Осия 13:9. Кроме того, Он даровал нам преимущество иметь вечную безопасность, так что никто не может похитить нас из Его рук без нашего согласия. Иоанн 10:28-29. Благодать Божья может помочь всем людям, чья собственная свободная воля повергла их в бездну страданий и духовной нищеты. Применение 2. Доктрина служит упреком следующим трем категориям людей. Во-первых, это те люди, которые ненавидят религию и попирают веру во всех ее проявлениях, удовлетворяясь жизнью в греховном мире и исполнением вожделений своей плоти. Безусловно, такие эти люди далеки от праведности, потому что они являются богоненавистниками, Римлянам 1:30, ненавистниками его образа. Праведный Адам в раю стал бы бельмом на глазах у всех подобных людей. Столь же ненавистным он был и для змея, семенем которого по своей озлобленности эти люди и являются. Во-вторых, это те, кто позорит веру в Бога, а также те, кто стыдится быть верующим в нашем жестоком мире. Некоторые столь дерзки по отношению к Богу, который их сотворил, и в одно мгновение может их сокрушить, что позволяют себе насмехаться над благочестием и кощунствовать над истинной верой. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Исайя 57:4. Не против ли самого Бога, чей образ, найдя в какой-то мере отражение свое в некоторых из своих созданий, наделяет их мудростью, которая кажется неразумием в ваших глазах? Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Исайя 28:22. Святость представляла собой славу Божью, переданную человеку в момент его сотворения. Однако теперь сыны человеческие превратили эту славу в поношение, поскольку они ищут ее теперь в сраме. Филиппийцам 3:19. Существует и другая категория людей, втайне одобряющих веру, и в христианском окружении исповедующих ее, а в иное время, чтобы не отличаться от соседа, стыдящихся своего упования. Они настолько слабы, что, образно говоря, их сдувает дыхание нечестивых. Пустой, нечистый, глупый смех из богохульных уст невежды для многих из таких людей является бесспорным аргументом против благочестия и серьезности в делах веры. Ибо в области веры они как глупый голубь без сердца. Осия 7:11. Об этом гласят слова Христа: «Ибо, кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со Своими ангелами».
Марк 8:38. В-третьих, рассматриваемая нами доктрина служит упреком горделивым, самодовольным верующим, которые восхищаются собой, будучи облаченными всего лишь в сшитые из жалких лоскутков одежды самоправедности. Множество людей, приобретя только некоторые отрывочные знания о вере и достигнув только частичных изменений в образе жизни, раздуваются от самодовольства. Это печальный признак того, что воздействие потока лжи на них столь велико, что они еще не пришли в себя. Луки 15:17. Такие люди имеют глаза только сзади. Откровение 4, с 6 по 8 стихи. Чтобы видеть свои достижения, но у них нет ни глаз внутри, ни глаз спереди, чтобы видеть свои недостатки, что, несомненно, исцелило бы их от самодовольства. Ибо истинное знание позволяет людям не забывать, какими они были когда-то, и трезво оценивать, какими они стали сейчас. Правдивый взгляд на себя не даст им довольствоваться той малой мерой благодати, которая действует в их сердцах, но заставит их стремиться вперед, забывая заднее. Филиппийцам 3:13-14. Однако, эти люди вызывают лишь глубокое сочувствие, потому что они похожи на того, кто сжег свой дворец и довольствуется построенной из хлама халупой, слишком ветхой, чтобы выдержать ураган. Применение третье. Печальные последствия грехопадения человека должны вызывать сетование и плач. Сотворенного Богом человека можно сравнить с величественным зданием, с прекрасным дворцом. Но после грехопадения он стал подобен руинам, оставшимся после разрушения, вид которых вызывает слезы. Есть ли у нас иной выбор, кроме плача, когда мы видим руины нашей, превращенной врагами в пустыню, страны? Если мы видим наше жилище, пылающими в огне, и наши домашние очаги, погибающими в пламени. Однако, это зрелище гораздо менее страшное, по сравнению с грехопадением человека, который пал, как звезда с небес. Откровение 6:13. Нам остается только произнести: «О, если бы я был, как в прежние дни». Иов 29:2. Тогда природа человеческая была не запятнанной, разум не омраченным, а сердце не оскверненным. Если бы мы не знали о своем славном прошлом, нам было бы легче. А теперь, воспитанные на багрянице, жмутся к навозу. Плач Иеремии 4:5. Где сейчас наша первоначальная слава? Где наш неомраченный ум, невозмущенная воля и упорядоченные чувства? Но, увы, как сделалась блудницею верная столица, исполненное правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою. Исайя 1:21-22. Сердце, которое когда-то было храмом Божиим, сейчас превратилось в вертеп разбойников. Пусть имя наше будет Ихавод, ибо слава наша отошла от нас. 1 Царств 4:21. Разве несчастен был ты, человек, в своем столь славном прошлом? Не знал ты боли от недомоганий, и смерть не могла подступиться к тебе. Ни единого скорбного вздоха не издал ты до тех пор, пока не был сорван горький плод запретного дерева. Небеса сияли, и земля улыбалась тебе. Ты был сотоварищем ангелом и предметом зависти для бесов. Но сколь низко пал ты, созданный для владычества и господства над миром. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. Плач Иеремии 5:16. Служащие тебе ранее животные, теперь, после твоего падения, противятся тебе. А самые слабые из них получили право всерьез испытывать тебя. Вот и поглотили старый мир. Огонь испепелил Содом. Звезды с путей своих сражались с Сисарою. Судей 5:20. Лягушки, мухи, вши и другое стали палачами фараона и египтян. Черви съели царя Ирода. Человек воистину нуждается в мире со зверями полевыми и в союзе с камнями. Иов 5:23. Ибо как реальна опасность для тебя быть убитым первым встречным. Бытие 4:14. Увы, как низко мы пали, как глубоко мы погрузились в бездну духовной нищеты.
Солнце скрылось от нас за горизонтом. Смерть стучится к нам в окно. Наши враги вырвали нам глаза и смеются над нашими страданиями. Судей 16:21. Падем ниц в нашем позоре. И тем не менее, есть еще надежда для Израиля в этом деле. Ездра 10:2. Приди, грешник, и обратись к Иисусу Христу, ко второму Адаму. Оставь первого Адама и его завет. Обратись к посреднику нового и лучшего завета. И да скажет твое сердце: будь нашим правителем, и да будет твоя десница над нами. И пусть твое око изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Плач Иеремии 3:49-50.